10 ноября 2016 года. Нью-Йорк. Торжественный ужин перед началом чемпионата мира по шахматам. Играют норвежец Карлсон и россиянин Корякин. В зале голливудские звезды, российские олигархи и даже пресс-секретарь Путина Песков. Но шахматы – не главная тема сегодня. Чуть более суток назад Дональд Трамп впервые выиграл выборы президента США. Неизвестный и неприметный российский чиновник срочно вылетает в Нью-Йорк. Он взволнован, он рад, он непрерывно переписывается со своим хорошим знакомым, американско-ливанским лоббистом с серьезными связями в США и на Ближнем Востоке. «Ты должен прийти на шахматный ужин», – пишет наш чиновник. «Приведи с собой людей из команды Трампа, познакомь меня с его зятем, с кем-то из его окружения. Это очень важно». Они встречаются в Нью-Йорке. Российский чиновник очень настойчив. Он рад победе Трампа и считает, что санкции будут сняты. Мой босс передает вам самые теплые приветы. Его босс – это Путин. Через пару месяцев приходит заветное СМС: «Вылетай на Сейшелы, ближайший соратник Трампа встретится с тобой там». Они видятся в баре отеля. Российский чиновник, его жена, ливанский лоббист и действительно соратник Трампа. Они обсуждают отношения России и США, военные конфликты, инвестиции. В общем, контакт налажен. План, который придумал российский чиновник, совсем скоро ляжет на стол с самым высокопоставленным членом команды нового президента США. Вот это шпионский триллер. Тайная дипломатия, загадочные встречи на другом конце света, переговоры, планы, отчеты. Но на самом деле эта история хорошо известна всем, кто следит за американской политикой. Ну или просто за новостями. Давайте теперь то же самое, но с именами, и все станет гораздо понятнее. События разворачиваются в конце 2016-го, начале 2017 года. То есть с момента, когда Дональд Трамп неожиданно выиграл президентские выборы в США, и примерно до момента его инаугурации. С американской стороны участвует Эрик Принц. Это тот могущественный бизнесмен, миллиардер и владелец ЧВК, который налаживал отношения с Россией на Сейшелах. Он крупный спонсор кампании Трампа, его сестра была министром образования США, ну и сам он входит в ближайшее окружение Трампа. Ну а российский чиновник, который называет Путина боссом и передает от него личные сообщения, это Кирилл Дмитриев. Поэтому, Владимир Ильич, хотели попросить вас поддержать вот то, что деловой совет поддержал. На Сейшелах был он и его жена, которую вы тоже, кстати, можете знать. Ее зовут Наталья Попова. Она телеведущая и заместительница главы фонда «Иннопрактика», фонда Катерины Тихоновой, дочери Путина. На кончиках пальцев какую-то такую чуйку, иметь и немножко предсказать будущее. Американско-ливанского лоббиста и переговорщика, который всех друг с другом перезнакомил и организовал эти встречи, зовут Джордж Надер или Джордж Нейдер, как его называют в англоязычных СМИ. Биография у него более чем занятная. Советник президента Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заида, неофициальный советник шейха Мухаммеда бин Сальмана, главы Саудовской Аравии. Нейдера описывают как человека, имеющего доступ к ближневосточным элитам, такого тайного дипломата, консультанта и лоббиста в этом регионе. Ну и невозможно не упомянуть, что он, Нейдер, многократно судим и сидел в тюрьме за педофилию. Прямо сейчас он отбывает срок за распространение порнографии с малолетними мальчиками и животными, а также секс-торговлю детьми. Он насильственно привез в США 14-летнего чешского подростка, чтобы тот оказывал ему сексуальные услуги. Свою вину он признал. Согласитесь, теперь, когда мы познакомились с участниками событий, все стало еще интереснее. Стараются действовать аккуратно, но тем не менее. Наш главный герой сегодня, как вы можете догадаться, это Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, РФПИ, который в последние несколько недель все чаще и чаще мелькает на экранах. Давайте пригласим его. Он один из участников переговоров России и США по Украине. Его 23 февраля Путин неожиданно назначает своим спецпредставителем по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Он раздает интервью и даже завел аккаунт в запрещенной в России соцсети Twitter или X. Там он активно отвечает Илону Маску, ставит ему аплодирующие смайлики, предлагает ему сотрудничество. Мол, Илон, как насчет совместной миссии на Марс в 2029 году? Кирилл обещает возвращение боев UFC в Россию, ну и, конечно же, хвалит Трампа. Аплодисменты ему тоже положены. Только уважая и понимая других,
ты можешь быть успешен. Кирилл Дмитриев настолько серьезно взялся за соцсети, пишет он, кстати, только на английском языке, что даже на официальном сайте РФПИ был выпущен пресс-релиз о том, что Кирилл Дмитриев теперь пишет в Твиттере. В общем, прямо на наших глазах непубличный, малоизвестный человек неожиданно превращается чуть ли не в главного спикера по теме российско-американских отношений. И это крайне важно вообще для успешной жизни. Кажется, что он появился ниоткуда, но на самом деле это, конечно, не так. Сегодня я расскажу вам, кто такой Кирилл Дмитриев, откуда он взялся, чем занимается, как связан с Путиным. И даже расскажу вам небольшой секрет. Как он чудесным образом стал миллиардером, 14 лет возглавляя государственную компанию. Я расскажу вам, на что он тратит свои миллиарды, где спрятаны его впечатляющие активы. Но даже это не самое главное. Коррупция – это большая и важная составляющая, общественно значимая информация. Но в каком-то смысле это еще и история о новых путинских элитах, о новом поколении чиновников и госуправленцев, о тех, кто будет продолжать дело Путина после него. Кирилл Дмитриев и его супруга, о которой мы сегодня тоже много поговорим, это просто воплощение путинской элиты, ее сливки, верхушка верхушки, те, кто уже, по сути, не обладая никакими заслугами и достижениями, открывают любые двери любых кабинетов, строят себе жизнь, в которой можно все, не надо себе ни в чем отказывать, а деньги не кончатся буквально никогда. Вернемся к началу нашей истории. СМСки про босса Путина, попытки организовать встречу с командой Трампа, тайные планы по выстраиванию отношений России и США. Откуда мы все это знаем? И как у нас могла оказаться личная переписка Кирилла Дмитриева? Все на самом деле очень просто, и любой из вас может сам по открытым источникам изучить эту тему и найти все то же самое. Несмотря на то, что всю свою карьеру Кирилл Дмитриев был исключительно скрытным и непубличным чиновником, небольшая часть его рабочей биографии все же стала достоянием общественности. И виной тому знаменитый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Огромный, почти 500-страничный документ – результат двухлетнего расследования вмешательства России в американские выборы. Доклад Мюллера стал главным инструментом политической борьбы. При этом Мюллер честно признал, что сговора с Россией не было. И несмотря на то, что Кирилл Дмитриев там упомянут как персонаж периферийный и не ключевой, сразу после публикации доклада стало понятно – Дмитриев не просто банкир и не просто глава государственного фонда и какой-то скучный технократ. У него есть дополнительный функционал – набор обязанностей, которые не афишируются, а точнее тщательно от нас с вами скрываются. Так что же мы можем узнать о Дмитриеве, прочитав доклад Мюллера, связанные с ним документы на сайте архива ФБР, протоколы допросов и рассекреченные позже дополнительные материалы, типа таких скриншотов переписки в WhatsApp? Дмитриев с самого начала не просто возглавлял РФПИ, но и являлся неофициальным представителем или послом Путина в странах Персидского залива. В Саудовской Аравии, Эмиратах, Бахрейне, Кувейте. Формально все это было представлено под оболочкой привлечения иностранных инвестиций в Россию. Бизнес и ничего более. Доходность от вложений, которые вы делаете совместно с фондом, она выше, чем в среднем на мировых рынках. Но на самом деле Дмитриев получал задания от Путина по линии тайной дипломатии. Какие-то щекотливые вопросы, неофициальные встречи, что-то, чем, по идее, должен заниматься МИД, но в силу особой секретности или важности занимался этим Дмитриев. Как такой теневой министр иностранных дел. И педофил Джордж Нейдер, который, напоминаю, был советником и главы Эмиратов, и главы Саудовской Аравии, занимался чем-то похожим. А свел их Путин в 2012 или 2013 году, когда Нейдер прилетел в Россию вместе со своим другом, бывшим послом Саудовской Аравии. Путин, как в своих показаниях рассказывает Нейдер, сказал, что для выстраивания дипломатических отношений с саудитами у него есть специальный человек. Общаться нужно через него. И это Кирилл Дмитриев. Эти слова были сказаны под присягой, но все равно, давайте проверим, похоже ли это на правду. Дмитриева, понятно, Путин знал, он уже пару лет возглавлял РФПИ. Но мог ли Нейдер, крайне мутный персонаж, преступник, иметь доступ лично к Путину и его официальным представителям? Похоже, что да. Вот тут в рассекреченных файлах ФБР вы можете заметить черно-белую фотографию телефона, на котором видно снимок какого-то мужчины с Путиным.
Мы нашли оригинал этой фотографии, и это, собственно, и есть Джордж Нейдер. Внимательно изучаем интерьер и понимаем, что это Новоогарево, то есть то место, где Путин живет, его официальная резиденция. В каком именно году фотография сделана, мы не знаем, но явно давно. Путин выглядит достаточно молодо. Но это не единственный снимок. Вот Нейдер хвастается еще одной фотографией с Путиным уже в 2016 году. К 2016 году, к моменту, когда Трамп выиграл выборы в первый раз, Нейдер и Дмитриев уже несколько лет поддерживали плотные отношения. Плотные настолько, что Дмитриев мог позволить себе бесконечно давить и требовать от Нейдера представить его команде Трампа. Пригласить их куда-то, свести, открыть канал неформальных переговоров. По приглашению Нейдера Дмитриев и оказался в 2017 году на Сейшелах в одном отеле со спонсором и приятелем Трампа Эриком Принцем. Это не могло быть совпадением или той ситуацией, когда два человека случайно пересекаются во время завтрака в гостинице и узнают друг друга. Дмитриев приехал на Сейшелы не только с женой, но и с подчиненным, главой протокольной службы РФПИ Александром Чоботовым. Он, к слову, сын генерал-лейтенанта ФСБ Андрея Чоботова, которого издание «Инсайдер» называло неформальным куратором Дмитриева в администрации президента. После встречи с миллиардером Эриком Принцем Дмитриев жаловался Нейдеру, что он остался недоволен и разочарован, и требовал познакомить его с кем-то более влиятельным в команде Трампа, чем Принц. Кроме встречи на Сейшелах, в отчете спецпрокурора Мюллера упоминается еще одна дипломатическая потуга Дмитриева. Встреча с еще одним знакомым Нейдера, американским инвестбанкиром Риком Герсоном. Ценность его в том, что он близкий друг зятя Трампа, Джареда Кушнера, и, соответственно, вхож в команду Трампа. И в разговорах с ним Дмитриев максимально прямо рассказывал о своих целях. Путин дал ему задание разработать и реализовать план примирения России и США. В декабре 2016-го они вместе этот план из 5 пунктов набрасывают. Герсон передает этот план Кушнеру, а Кушнер уже ближайшему советнику Трампа Беннону и госсекретарю США Тиллерсону. Дмитриев потом еще несколько раз настойчиво пишет и Герсону, и Нейдеру: «А вы точно передали мой план куда надо? Мой босс Путин просит дать фидбэк. Мой босс Путин велел выстроить неофициальный канал связи. Мой босс Путин просит не торопиться, но сделайте все за 2 недели, пожалуйста». Настрой хороший, настрой рабочий, настрой очень уважительный. Доклад спецпрокурора Мюллера охватывает лишь пару месяцев жизни и работы Дмитриева. Достаточно детально и подробно, с личными переписками и имейлами, но это всего лишь несколько месяцев. И если мы представим его карьеру как временную шкалу, мы увидим, что на самом деле о Дмитриеве мы не знаем толком ничего. Вот родился в Киеве, вот подростком уехал жить в Америку, учился в превосходных университетах – Стэнфорд, Гарвард, работал там в инвестбанкинге и консалтинге. В 2000-м переехал в Россию, тоже работал финансистом. Потом уехал на родину, в Украину, где работал в фонде зятя бывшего президента Кучмы, олигарха Виктора Пинчука. Виктор Михайлович Пинчук опять делает событие, которое фактически является центральным событием в Давосе. А вот тут, в 2011-м, он возвращается в Россию и возглавляет РФПИ. И дальше, если не считать вот этого очень короткого отрезка с американскими приключениями, мы толком ничего не знаем. Единственный другой короткий период публичности Дмитриева – это когда РФПИ продвигали вакцину «Спутник». Но все остальное окутано какой-то странной тайной. Чем он в РФПИ вообще занимается? Что это за РФПИ такое? Какие у них полномочия? Почему это важно и как это работает? У нас нет конкретной работы, поэтому мы людям поговорить, помечтать, все так затягивается на неопределенное время. Давайте разбираться. Тем более, что работа этого фонда даст нам очень неплохое понимание того, при чем здесь тайная дипломатия. В далеком 2011 году Российский фонд прямых инвестиций был придуман и запущен Путиным, Медведевым и Эльвирой Набиуллиной. Российский фонд прямых инвестиций займется привлечением долгосрочных иностранных инвестиций в российскую экономику. Время было другое, сейчас уже невообразимое, денег было много, иностранный капитал активно зазывали в Россию. Вот и запустили такой проект.
Создается суверенный государственный фонд, ему выделяются средства из бюджета, а этот фонд привлекает частных иностранных инвесторов и суверенные фонды других государств, вкладывает их во что-то полезное и прибыльное. Россия действительно очень интересный рынок для инвестиций, особенно исходя из того, что это вообще 6-я экономика в мире. Мы условно вносим рубль, иностранные инвесторы вносят 4, таким образом и инвесторы получают доступ к рынку, ну и остаются спокойны. Фонду покровительствует сам Путин. Это крыша высочайшего уровня, такие проекты никто не тронет. Огромные деньги, которые Россия получала тогда из-за высоких цен на нефть, будут не просто лежать где-то в кубышке, а работать и приумножаться. Такая была задумка. В 2011 году эта идея звучала вполне нормально. Если почитать заметки того времени, то прямо мечта какая-то. В Госфонде будут работать только опытные, известные финансисты из реального бизнеса. Большая часть штата вообще будут иностранцы, впечатляющий экспертный совет, а инвестировать будут не в добычу полезных ископаемых, а во что-то модное и технологичное, в IT или в космос. Ну и главное, полная прозрачность. Прошла очень интересная встреча с 15 ведущими инвесторами, управляющими $2 триллионами, которые подтвердили свой интерес к Российскому фонду прямых инвестиций и к соинвестированию вместе с фондом. Такой проект, по идее, должен был греметь на всю страну, но я думаю, вы со мной согласитесь. Вы вряд ли вообще что-то слышали про работу РФПИ. Как всегда, то, что произошло на самом деле, разительно отличалось от задумки. Особенно комично звучит часть про прозрачность. Я бы рада была вам рассказать, что вот посмотрите, вот список инвестиций, этот проект принес столько-то, вот этот проект не принес, тут украли, тут растащили. Но это невозможно. Прозрачный государственный фонд РФПИ просто не публикует никакую отчетность. Давайте прямо на конкретном примере вам покажу, что не так. Вот сайт норвежского суверенного фонда, туда складывается сверхприбыль от продажи нефти, и тут та же самая логика, что и РФПИ. Деньги инвестируются и приумножаются. Вот нам сразу же предлагают ознакомиться. Столько-то денег норвежцев было вложено в акции, список из 8659 компаний. Можно кликнуть любую, давайте кликнем Microsoft. $43 миллиона инвестировано. Вот разбивка по годам и динамике стоимости. А вот тут можно пройти по ссылке и почитать, как представители фонда голосуют на каждом собрании акционеров Microsoft. Итак, по 8000 компаниям. А теперь пойдем на сайт РФПИ. Они тоже распоряжаются национальным богатством, только нашим, а не норвежским. Потираем ручки, сейчас мы все изучим и проанализируем. И видим 6 цифр. 6 цифр. Это все. Написано более 100 проектов. Спасибо большое, но каких? Более 80 миллионов человек пользуются инфраструктурными объектами РФПИ. Какими проектами пользуется больше, чем каждый второй россиянин? О чем вообще речь? Куда дели деньги? Где деньги, Зин? На официальном сайте просто больше ничего нет. Раздел «Информация о нас», где указано, что Дмитриев завел Твиттер. Раздел «О России», там стоковые картинки и факты об экономике России. Раздел «Карьера», где, разумеется, нет ни одной вакансии. И отдельно особенно релевантный раздел «COVID-19». Это просто издевательство над здравым смыслом. РФПИ взяли из бюджета, в том числе из Фонда национального благосостояния, $10 миллиардов. По старому курсу это было около 300 миллиардов рублей. Где они? Это мы, может быть, скажем потом. Может быть, хоть базовую финансовую отчетность, как все другие фирмы РФПИ подает? Нет. Последние данные в 2017 году были, 8 лет назад. Если очень постараться, то в интернете можно найти удаленные с сайта годовые обзоры. Это тоже никакой не отчет, а просто брошюрка. Первый Путин, цитата Путина, второй Путин. Но последний такой обзор тоже только за 2018 год. Тут перечислены какие-то инвестиции РФПИ в производителей инсулина, в фитнес-сеть World Class, в Транснефть, в Алиэкспресс, в вертолеты России. Но сколько бюджетных денег было вложено? На каких условиях? С какой доходностью? Это, извините, такой информации нет. Безусловно, возникает все больше и больше вопросов. И для анализа нам остаются только новости, написанные по пресс-релизам. РФПИ инвестировали в Hyperloop, этот транспорт будущего, который придумал Илон Маск, где тебя в капсуле запускают по вакуумной трубе со скоростью 1200 км в час. Кирилл Дмитриев очень доволен инвестицией, сейчас компания прогорела. РФПИ объявляли, что инвестировали деньги российского налогоплательщика в город будущего Неом в Саудовской Аравии.
Там будет в том числе город-линия или город-стена, не знаю, как это назвать, без дорог и транспорта. В общем, ждите в 2039 году. РФПИ инвестировали в бои UFC, чтобы они проходили в России под отдельным брендом. Ну, хочется спросить, и чего, и где? Мы, безусловно, способствуем росту российской экономики. РФПИ вложился в российский электромобиль «Атом». Правда, потом производство перенесли в Китай, но зато Путин может ездить и рассказывать, как русский электромобиль покорит мир. Я понимаю, что много надо сделать, будем делать не просто. Спасибо. И даже в мессенджер Telegram РФПИ, как выяснилось, тайно вложились. Есть ли у нас основания бить во все колокола и говорить, что с РФПИ происходит что-то не то? Что это коррупция и очередной распил? Конечно, есть. Издание «Важной истории» выяснили, что Дмитриев в 2012 году посылал конфиденциальные документы РФПИ по имейлу тогдашнему зятю Путина Кириллу Шамалову. Они дружили с семьями, ну и как не подсобить другу, не прислать презентацию РФПИ с пометкой «строго конфиденциально», с подробным описанием будущей сделки по вхождению фонда в капитал Ростелекома. В чем ценность такой информации? Да в том, что о сделке пока никто не знает. А когда она случится, акции Ростелекома взлетят в цене. То есть, если купить их сейчас, можно классно и очень легко заработать. Только для твоих глаз, пишет Кирилл Дмитриев зятю Путина. Но это так, мелочи. РФПИ в результате инвестировали огромные деньги в Сибур к большой радости Кирилла Шамалова, который был там вторым по величине акционером. Великие вещи мы можем сделать только вместе. И вы помните, если инвестирует РФПИ, то значит вместе с ними инвестируют в несколько раз больше некие иностранные партнеры. И если на 2018 год в брошюре упоминались японские, французские, итальянские партнеры, то с началом войны всему этому пришел конец. И РФПИ, и Дмитриев под американскими санкциями. Но потеря на самом деле невелика. Ни в какой момент западные инвестиции не играли ключевой роли в РФПИ. Их главные партнеры – это Саудит, Арабские Эмираты и Китай. Больше всего денег дала Саудовская Аравия. У них с РФПИ совместный инвестфонд аж на $10 миллиардов. И отношения, соответственно, особенные. Именно Дмитриев организует визиты Мухаммеда бин Сальмана в Москву, ведет с ним переговоры и даже получает из его рук высшую награду королевства – орден имени короля Абдель-Азиза второй степени. Такой есть только у него и у Путина. Смотришь на все это, и особенно смешно вспоминать пафосное обещание Дмитриева при запуске фонда. Иностранные инвесторы, крупнейшие частные и государственные фонды из США и Европы, тотальная прозрачность, подотчетность. А в результате вот, госбизнес получилось сделать только с одной из самых коррумпированных стран в мире, самой закрытой страной, где не соблюдаются примерно никакие права человека. Ну и почетный орден тебе на грудь вешает человек, заказавший зверское убийство журналиста, который его критиковал. Джамала Хашогги заманили в посольство Саудовской Аравии в Турции, заперли, жестоко убили, расчленили и вынесли по кусочкам. А сам наследный принц, друг Дмитриева, в прямом эфире получал отчеты. Или вот еще прекрасная история про РФПИ и других наших геополитических друзей и партнеров – Арабские Эмираты. И действительно, Объединенные Арабские Эмираты – главный торговый партнер России в арабском мире. История про вакцину «Спутник». По абсолютно необъяснимым причинам Путин поручил РФПИ заниматься производством и экспортом вакцины «Спутник» за рубеж. Вы нам поручали сфокусироваться на борьбе с коронавирусом и мобилизировать РФПИ на борьбе с коронавирусом. Ни Минздрав, ни Министерство иностранных дел, что было бы логично, а именно РФПИ занимались всем этим, о чем Дмитриев отчитывался лично Путину. И РФПИ, а многие в шутку стали уже называть Российский фонд противовирусных инвестиций. «Спутник» действительно поставили в несколько десятков стран, но особого внимания заслуживают поставки в Гану, Гаяну, Ливан и Пакистан. Норвежские журналисты-расследователи выяснили, что поставки «Спутника» туда шли не напрямую от России и РФПИ, а почему-то через посредника. А цена дозы была не $9,95, как для других стран, а $22 или $24, в 2 раза дороже. И посредником этим была какая-то неизвестная, только что зарегистрированная компания, которой Дмитриев просто на пустом месте отдал эксклюзивные права на дистрибуцию вакцины в нескольких регионах. Ну и тем самым дал возможность заработать просто безумные, быстрые деньги, продавая вакцину в 2 раза дороже. Позже выяснилось, что эта фирма, наспех зарегистрированная в Абу-Даби, принадлежит одному из дубайских шейхов, членов правящей семьи. В общем, такие вот инновации и такие вот прямые инвестиции.
больше похожие на гигантский отмывочный кошелек, которым напрямую распоряжается Путин. Да, безусловно. Собирались привлекать и другие страны, чтобы развивать российскую экономику, а по факту создали клуб по интересам к деньгам и к мутным схемам. Какие-то политические игры, между собойчики с шейхами и ноль понимания того, где, собственно, деньги, которые фонду выдали. Но зато РФПИ породила нового путинского любимчика, нового дипломата и переговорщика Дмитриева. И если уж такая государственная звезда зажглась, давайте еще внимательнее на него посмотрим. Ни одна публикация о Кирилле Дмитриеве невозможна без упоминания его супруги Натальи Поповой. И это не сплетни и не светские хроники. Сам Дмитриев на своем сайте kirillдмитриев.ру посвятил Наталье в 3 раза больше места, чем собственному опыту работы. На самом деле, я удивлена, что так мало. Наталья Попова, если прочитать все, что про нее написано в интернете, просто выдающийся человек. Возможно, самый выдающийся в стране. Список ее титулов, званий и регалий бесконечен. Ей 43 года, и она ученая со степенью, популяризатор науки, общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний, инноватор, тренер, лектор, организатор форумов и конференций. Она поддерживает студентов и стартапы. У нее свой медиабизнес, несколько НКО. Она заседает в советах директоров нескольких компаний, занимается благотворительностью. Она ведет одновременно минимум 6 передач на российском телевидении и в интернете. Проще рассказать, чем мы не занимаемся, чем описать все направления деятельности. Ходит по ток-шоу, ведет утренние эфиры, в качестве модели блистает на обложках иностранных журналов. Ну и российских тоже. Человек при жизни ставший легендой. И все это при том, что она молодая мама. Ее с Дмитриевым сыну только что исполнился год. Ребята, хотите быть классными учеными, хотите добиваться просто невероятных высот и быть популярными? Тогда занимайтесь наукой. Хочется крикнуть просто «ну как? Как ты все это делаешь? Откуда все эти съемки, проекты, приглашения?» И ответ на самом деле очень простой. И к Кириллу Дмитриеву отношения имеет мало. Секрет головокружительного успеха Натальи в том, что она подруга дочери Путина, Катерины Тихоновой. Мы не могли сказать, что вот буквально через 20 лет я окажусь в таком мире. Мир узнала Наталья из этой старой заметки РБК. Позорненькой достаточно заметки, где они пишут, что вот МГУ занимается гигантским проектом по расширению. Курирует его лично ректор Садовничий и некая никому неизвестная компания «Фонд Иннопрактика». В наблюдательном совете, недавно созданной на практике, обнаруживаются лично Сечин, Чемизов, Миллер, Костин, а возглавляет никому неизвестную на практику, никому неизвестная 29-летняя девушка Катерина Тихонова. Прекрасный материал, но есть большое «но». В статье не сказано, что это дочь Путина. Лишнее бы слова не сказать. И вот в этом же материале появляется и Попова. Она представлена как заместительница Тихоновой. И вот что она рассказывает о себе и о создании фонда. Я и директор, Катерина Тихонова, учились в МГУ. Потом Виктор Антонович Садовничий сначала призвал Катерину, а она уже призвала меня на службу. До этого мы не были связаны с инновационной областью. Потому что у них нету, во-первых, своих каких-то... есть Ну, знаете, с кем не бывает. Ректор первого вуза страны просто призывает на службу 2 вообще не пойми откуда взявшихся девушек, вверяет им бюджеты и полномочия по мегапроекту расширения университета. Для начала хочется сказать, что вы просто шикарно выглядите. Спасибо. И за 10 лет поменялось мало. Попова и Тихонова все еще неразлучны. Они зарегистрировали еще несколько фирм вместе. Сама Иннопрактика завалена деньгами госкомпании, а занимается она по-прежнему непонятно чем. И успех мужа Натальи Поповой, Кирилла Дмитриева, часто принято объяснять именно этим. Мол, он выгодно женился на подруге дочери президента. Это, безусловно, правда, но справедливо будет сказать, что не полностью. Мы выяснили, что Дмитриев и Попова поженились в 2006 году. Для обоих это был 2-й брак. И учитывая, что они познакомились, наверное, на несколько лет раньше, вряд ли 19- или 20-летняя дочь Путина могла им сильно чем-то помочь. Даже невозможно сказать точно, были ли знакомы Тихонова и Попова на тот момент.
Принято считать, что они вместе учились в МГУ, но на самом деле учились они, скорее всего, в разное время, на разных факультетах, которые даже географически расположены в совершенно разных местах. Но позже знакомство с Тихоновой, конечно же, сыграло свою решающую роль. Все-таки не так много есть людей, которых приглашают на домашние праздники семьи Путиных, а Дмитриева в 2013 году приглашали. Дмитриев и Попова были одними из немногих гостей на первой свадьбе дочери Путина с тем самым Кириллом Шамаловым. Вряд ли сам Путин пропустил это мероприятие, так что можно точно утверждать, что Дмитриев неформально знаком с Путиным уже более 10 лет. Спасибо, Владимир Владимирович. И с тех пор он вращается в кругу ближайших путинских друзей. Вот, например, на церемонию вручения Дмитриеву Ордена Почетного Легиона Франции его поздравить приходят Геннадий Тимченко и сын Бориса Ротенберга. И перед тем, как мы с вами двинемся к самому интересному, очень впечатляющему списку недвижимости, которые Дмитриев и Попова чудесным образом скупили по всему миру, я еще раз остановлюсь на Наталье. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Потому что, во-первых, вот она и есть ходячее воплощение новой путинской элиты. Это действительно такая верхушка элита, да? А во-вторых, мне очень не хочется, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что вот, мол, ай, какая она молодец, столько всего добилась, такая талантливая, вот почему из каждого утюга ее показывают. Не поэтому. Это все бутафория и фикция, типичный продукт путинизма. По-настоящему талантливые люди, они сидят в лаборатории, по которой нарядная Наталья гуляет. Или из страны выдавлены, или в НИИ каком-то сидят, получают 3 копейки. Денег не добавим. А то, что вы видите, это просто неумолимое, всепоглощающее желание славы и признания, совмещенное с бесконечным количеством денег. Это абсолютно тот процесс, который уже, как говорится, inevitable, да, то есть его мы не избежим. И это все очень просто заметить, если приглядеться повнимательнее. Я упомянула 6 передач, которые Наталья ведет одновременно. Я посмотрела их все. Часть из них про науку. На канале «Россия», например, выходит «Наука», так называется передача. Там она пробует быть Наиля Аскерзаде, и ей тоже так же везет с гостями. То Садовничий интервью ей даст, то друг Путина Ковальчук. Слово, вот вообще название метеорология, вот у вас не вызывает удивления? Ведь... Логос, наука. Пожалуй, еще покушаю ваш функциональный продукт, чтобы точно не было дефицита селена и еще каких микроэлементов железа. Я просто никуда не попадаю. Слушайте, реально страшно. Я прям как живой покидала, даже бросила все. Данил, что здесь происходит? Это очень плохая передача. Почему? Совершенно непонятно, зачем телеканал ее покупает. И в этом можно легко удостовериться, взглянув на просмотры выпусков в YouTube. Существует ряд таких системных проблем. Есть еще одна ее передача про науку «Дом ученых». Это тоже интервью, они выходят на канале «Культура». Обе передачи, к слову, снимает сама Наталья, точнее, креативное агентство, которое ей принадлежит. Вот все, что сейчас нерешаемо, будет решено. Еще одна научная передача Поповой «Метод Сократа». Она выходит на Дзене и ВК. Ее существование оправдывается, мне кажется, лишь тем, что Наталье очень нравится наряжаться и краситься. Вот представьте себе такую непрерывную цепь. Кстати, чейн по-английски и есть цепь. Создатели чуть лучше разбираются в интернете и не забывают на канале с 45 тысячами подписчиков крутить по 1 миллиону просмотров. Околонаучное шоу «Родной» на ТНТ. Наталья ведет его с комиком Романом Юнусовым. Там они тоже рассказывают о прекрасной России, где все хорошо и прорывные инновации. Актерская игра, шутки и все как обычно. Без слез не посмотришь. Ром, вот есть идеи, что это такое? Кто-то подарил тебе плохой букет. Да нет, на самом деле это стебель конопли. Кстати, накормит тебя, оденет. Накормит, оденет? Он что, мне может заменить жену? Если это вам кажется плохо, это вы еще не видели 2 ее реалити-шоу «Практиканты» и «Вызов». Оба почему-то с Дмитрием Губерниевым. Там какой-то очень странный тимбилдинг блогеров и молодых ученых. Она абсолютно деревянную, не понимающую, что она говорит Попову, просто больно смотреть. Ее еще и переозвучивали, видимо, после съемок. А вам не просто надо приблизиться, а выбрать себе напарника для будущих сражений. Все без исключения справились с первым испытанием, но одна пара сделала это медленнее, чем остальные. Простите, если вам кажется, что я издеваюсь, но пока мы готовили этот ролик, Попова заявила о запуске еще одного своего реалити-шоу, 3-го по счету. Ни одна из этих передач, вся эта ТВ-слава Поповой не существовала бы
если бы кто-то преследовал реальный коммерческий смысл и хотел просмотров. Не существовало бы и фильмов про Саудовскую Аравию, куда она полетела с мужем на частном самолете РФПИ, просто чтобы поснимать. В основном самого Дмитриева. В первом тысячелетии до нашей эры это была важная точка на торговом пути между Аравией, Месопотамией и Египтом. Это просто игрушки такие, хотелки. Наталье придумалось, что она должна быть ведущей, популяризатором науки. Вот и сделали. О, а не позаниматься ли мне наукой? А потом ей придумалось, что она сама должна стать ученой. И вот находим у нее кандидатскую диссертацию МГУ, факультет глобальных процессов. Работа называется «Россия в объединении БРИКС. Ценностное и научно-технологическое измерение». По сути, это развернутая страница Википедии, где десяток раз цитируется Путин и отмечается вклад в политическую науку математика Виктора Садовничева. Дали научную степень Наталье, поздравляем. Все это, еще раз, полная бутафория. Не настоящая слава, не настоящая ведущая, не настоящая модель, эти обложки просто куплены, и не настоящий кандидат наук. Это титулы и регалии, которые покупаются и коллекционируются как цацки. И то же самое с ее начальницей Тихоновой, дочерью Путина. Вы только посмотрите на этот цирк. Соловьев объявляет на форуме: выступает Катерина Тихонова. Катерина Владимировна Тихонова у нас на связи? Кто она? Почему выступает? В чем ее экспертиза? Она, не удосужившись даже поднять глаз от написанного текста, просто читает что-то с экрана. Пустые, ничего не значащие слова. Технологический интегратор, инновационный инжиниринговый центр вносит вклад в обеспечение совокупного суверенитета нашей страны. Там такое плохое качество связи, что половина времени ее не слышно вообще. Но министры и губернаторы внемлют, открыв рот, смотрят на нее снизу вверх, как будто это какой-то гений или самый важный человек в мире. Инновации, космос, авиационные системы, информационные технологии. Спасибо большое, Катерина Владимировна. А чего они сделали-то? Что сделали по сути? На что тратят деньги, которые им жертвуют госкомпании? Вот, читаем. Построили и подарили лекторий для Сенегала. Поехали открывать. Нарядная Наталья Попова идет по Дакару с сумкой Биркин, которая стоит как зарплата среднего сенегальца за 6 лет. Сенегалец увез массу эмоций. Выступает Мединский. Зачем-то туда приезжает съемочная группа государственного канала. Все как обычно. Или вот, знаете, например, кто числится среди самых высокооплачиваемых сотрудников и на практике? Может быть, ученый какой-то, может быть, изобретатель? Нет. Родной брат Натальи Поповой. Он в инопрактике тоже работает заместителем Тихоновой. За последние 2 года он получил из фонда более 27 миллионов рублей. То есть больше 1 миллиона в месяц он получает. И еще 600 тысяч сверху в виде второй зарплаты от дочерней компании Сибура. И вот все у него получилось. Просто представьте, что сказали бы молодые ученые и инноваторы, интересы которых вроде как продвигает инопрактика, узнав, что замдиректора у них получает почти 2 миллиона в месяц. Конечно, действительно обидно. Почти все поголовно СМИ ошибочно называют Кирилла Дмитриева банкиром, или специалистом по инвестициям, или главой фонда. И это в корне неправильно. Он чиновник. Самый настоящий чиновник, и то, что он управляет неким фондом прямых инвестиций, не должно сбивать никого с толку. Кому РФПИ принадлежит? Российской Федерации. Какими деньгами он распоряжается? Бюджетными. Кого он сам называет своим боссом? Путина. Владимир Ильич, спасибо вам за поддержку РФПИ. Кому, если не чиновнику, президент приходится прямым начальником? Конечно же, Дмитриев чиновник. Знаете, мы бы не хотели использовать это слово. И это отдельная вопиющая история, что существует де-факто госдолжность, где даже формально не нужно раскрывать свои доходы. Не нужно подавать декларацию, где будет указана твоя зарплата, зарплата супруги, имущество. Не нужно заявлять о конфликтах интересов, не нужно вообще ни о чем отчитываться публично. У него по факту портфель и полномочия шире, чем у большинства министров, но формально он почему-то считается частным лицом. У нас немножко странная
такая чуть более сложная модель, чем у обычного инвестиционного фонда. Ну и если Кирилл Дмитриев так ловко увильнул от необходимости отчитываться публично хоть о чем-то, мы сейчас это исправим. Посмотрим, чем же разжился путинский чиновник за 14 лет госслужбы. И там речь идет о довольно больших суммах. На государственный пост Дмитриев заступал человеком, безусловно, обеспеченным, но нельзя сказать, что безумно богатым. У него был 500-метровый дом в коттеджном поселке на Новой Риге. Сейчас такой стоит примерно 300 000 рублей. Была и квартира, купленная в 2010 году. 150 квадратных метров в ЖК «Дом на Озерковской». Это в Замоскворечье. Ну и, собственно, все. Никаких других роскошных объектов недвижимости за годы работы инвестбанкиром Кирилл Дмитриев не приобрел. Эти дачи и квартира вместе сейчас тянут на 420 миллионов рублей. Огромная сумма. Но по сравнению с тем, что Кирилл Дмитриев купил после прихода на госслужбу, эти 420 миллионов просто копейки. Я хочу все. Почему нет? Уже в августе 2011 года, через несколько месяцев после прихода Дмитриева в РФПИ, его супруга Наталья Попова покупает 200-метровое помещение на 44-м этаже комплекса «Город-столица» Москва-Сити за 157 миллионов рублей. Именно в этом помещении теперь зарегистрированы совместные компании Натальи Поповой и дочери Путина Катерины Тихоновой. Небоскребы Дмитриеву и Поповой так понравились, что спустя 10 лет они скупили еще 4 помещения на 79-м и 82-м этажах в соседней высотке – Нева Тауэрс. Их площадь 810 квадратных метров. Средняя стоимость метра где-то 1 000 000 рублей, так что все 4 помещения выходят 810 миллионов. В модном новеньком ЖК Кутузовский 12 в 2020 году Попова купила 142-метровую квартиру за 213 миллионов. Зачем она ей понадобилась? Не знаю, ведь всего за год до этого наша семейка разжилась еще более солидной квартирой. Наверное, в одном из самых дорогих домов в Москве, на Малой Бронной. 1 квадратный метр тут стоит, внимание, 4,5 миллиона рублей. 1 метр. 2 соседние квартиры, которые Дмитриев и Попова купили в 2019 году, стоят, соответственно, 1,8 миллиардов рублей. То есть очень масштабные инвестиции. Часть недвижимости Дмитриев с Поповой записывают не на себя. Например, 2 квартиры в ЖК «Остров Фантазии», которые вместе образуют 3-этажную суперквартиру площадью 620 квадратных метров, купил в 2014 году брат Натальи Поповой, Павел, тоже сотрудник на практике. Спустя пару лет и сама Наталья купила в этом доме относительно скромную 200-метровую квартиру. Эти 3 квартиры стоят сейчас 468 миллионов рублей. Ну и, конечно, путинский чиновник должен иметь солидную дачу. Свой новый особняк Дмитриев записал по старинке, на тещу. Владелицей 1500-метрового дома в самом сердце Рублевки, в Барвихе, в 2017 году стала 70-летняя Маргарита Федоровна Попова, мать Натальи Поповой. Стоит такой дом сейчас 1 миллиард 250 миллионов рублей. Деньги на покупку дома пенсионерке выдал кипрский офшор Гискона Холдингс Лимитед. В 2014 году его учредили известная нам Наталья Попова и житель Киева Александр Дмитриев. Как вы могли догадаться, это отец Кирилла Дмитриева. Ему 77 лет, он ученый, биолог, физиолог растений, член-корреспондент Национальной академии наук Украины. И он прямо заметный и известный академик. У него куча научных публикаций, в том числе и совсем свежих. Со своими украинскими коллегами он публиковался и в 2023 году, и в 2024. Тем удивительнее, что параллельно с наукой он, оказывается, вовсю занимался какими-то офшорными схемами, инвестировал и скупал элитную недвижимость по всему миру. Согласно кипрской отчетности, записанный на него офшор купил в 2014 году некие ценные бумаги за 59 тысяч евро. И, видимо, так удачно ими торговал, что уже в этом же году оказалось, что эти ценные бумаги стоят не 59 тысяч, а аж 45 миллионов евро. Там же мы нашли много чего еще интересного. Например, дочернюю компанию из Каймановых островов с балансом в 5,5 миллионов евро. Еще там упоминается займ некой компании Велес Property из Монако. На нее записана небольшая, но очень приятная вилла на мысе Антип, это Лазурный берег. Стоит такая 6,5 миллионов евро. Королевство Монако, к сожалению, не раскрывает собственников фирм, но тут мы можем с большой уверенностью сказать, что это тоже фирма Дмитриевой или Поповой, названная в честь экзотического любимца Натальи – Сервала Велеса. Дополнительной уверенности нам придает то, что в 100 метрах от этой виллы мы нашли еще один объект недвижимости Дмитриева – квартиру вот в этом прекрасном элитном жилом комплексе.
Здесь, совсем недалеко от моря, расположена закрытая территория с многоуровневыми садами и аллеями, бассейном на земле и даже на крышах с панорамным видом. Квартира оформлена на фирму Rocket Holdings, которую в 2018 году учредил 70-летний на тот момент отец Дмитриева. Чем занимается компания, видно из бухгалтерской отчетности. Владеет имуществом в том самом доме на мысе Антиб, который я вам уже показала. Ну и еще, разумеется, в Куршевеле. Там у них квартира в шикарном шале. Это какой-то суперэксклюзивный комплекс в паре минут от знаменитых куршевельских бутиков, клубов и ресторанов, ну и, конечно же, великолепных склонов. Общая стоимость французской недвижимости Дмитриевой и Поповой 16 миллионов евро или 1,5 миллиарда рублей. Кирилл Дмитриев находится под санкциями США, Великобритании, Австралии, но не под санкциями Европейского Союза. То есть ни ему, ни его супруге ничего, абсолютно ничего не мешает пользоваться этими активами и отдыхать в любимой Франции хоть целый год. На самом деле санкции помогли России стать более независимым. Но они все равно на всякий случай решили подстраховаться. Мы обнаружили, что в августе 2022 года, через полгода после начала войны, 75-летний биолог Александр Дмитриев решил диверсифицировать свое портфолио недвижимости и прикупить что-то в Дубае. В этот раз на него оформили 2 соседних квартиры общей площадью, внимание, 980 квадратных метров. Они занимают целый этаж в жилом комплексе Иль-Прима в районе Бурдж-Халифа. Стоимость на момент покупки почти 8,5 миллионов евро. В общем, мы все внимательно подсчитали, сложили. Российское имущество, вилла и квартира во Франции, целый этаж в дубайском небоскребе и другие активы Дмитриева. Все это вместе можно оценить в 7,5 миллиардов рублей. То есть до госслужбы стоимость всей его недвижимости была 420 миллионов. А за время госслужбы она увеличилась до 7,5 миллиардов, почти в 20 раз. Умение инвестировать деньги туда, где они приумножаются, это то, что крайне важно и то, что надо делать. Вот уж точно успешный инвестор вложил свой ум и совесть в Путина, выгодно продал свои принципы. Я напомню, Путин бомбит родной город Кирилла Дмитриева, но взамен получил миллиарды. Я на всякий случай оговорюсь, что официальной зарплаты Дмитриева в РФПИ, а это около 55 миллионов в год, не хватило бы на это даже приблизительно. У Дмитриева есть и другие доходы от Газпромбанка, от РЖД, от Транснефти, но за последние 2 года они составили 660 миллионов рублей. Безумные цифры, безусловно, но недостаточные, чтобы объяснить происхождение миллиардов на покупку иностранной недвижимости. Мы с вами сейчас на примере одного Кирилла Дмитриева немного заглянули в будущее. В будущее, которое готовит Путин на смену себе и своим друзьям. И если кто-то питал надежду, что власть они собираются передать кому-то приличному или отличающемуся от них, увы, диплом Стэнфорда и Гарварда не помог. Такой же путинский чиновник, с особняками, с ограниченной недвижимостью и офшорами, мало отличимый от тех, за кем последние 20 лет мы с вами наблюдаем, и чьи имена известны всем. Ну, просто помоложе. Никаких сомнений, что его главная цель такая же, как у его старших товарищей. Всю жизнь сидеть у россиян на шее и заниматься бесконечным обогащением. Себя обеспечить, своих жен, потом любовниц, потом детей, потом друзей, потом детей-друзей. Воспроизводить бесконечно цикл коррупции и незаконного обогащения. Нам будут рассказывать с федеральных каналов, что Кирилл Дмитриев, он талантливый и способный управленец, какое у него шикарное резюме, как он классно владеет иностранными языками и вообще он очень прогрессивный. The vast majority of Russians support President Putin. Но это все ничего не меняет ровным счетом. Это просто не важно. Важно другое, что весь свой талант и все свои способности Кирилл Дмитриев добровольно сдал на службу настоящему злу. Не потому, что его вынудили или заставили, а потому, что он это все зло поддерживает. Активно в нем участвует и, конечно же, очень много на этом зарабатывает. Не нужно ждать, что путинская система сама по себе обновится и на смену Ковальчукам и Патрушевым поставят талантливых и честных. Им в этой системе просто неоткуда взяться. Бороться нужно не только с самим Путиным и его окружением, а с системой путинизма как таковой, с путинским режимом, с его ценностями, с его принципами, которые служат худшим и уничтожают нашу страну. Помогите распространить это расследование. Поставьте лайк, напишите комментарий, пошлите ссылку знакомым, поддерживайте ФБК. Ну и, конечно же, подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду.